Всасывание мощностью 3000 паскалей, что минимум на 500 паскалей больше, чем у конкурентов за эти же деньги. 38 сенсоров, автономная работа 4 часа, тихая уборка и датчик лидара. Большой пылесборник, сменяемый резервуаром для воды с маленьким пылесборником. Запоминание каждого этажа многоэтажного дома, вдруг у вас несколько этажей. 4 режима уборки и 4 режима подачи воды. Поддержка управления через голосового помощника. По заявлению производителя справится не только с крупой, но и с остальными шариками. Удобное приложение, в котором можно настроить индивидуальный план уборки, возможность управлять планом помещения, Y-образная программа влажной уборки, что не новое, но, в принципе, самое лучшее решение, чтобы мыть их и не просто протирать. Хотя, по факту, это все равно протирка. Сейчас все расскажу. Cube 928, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, минимум 5 обзоров в неделю я выгружаю. Ежемесячно разыгрываю 5 ми-бендов 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурса, в которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Алишке. Как раз сегодня выгружал там очень много промокодов, хотя распродажи нет. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме, а сегодня я расскажу вам о новом роботе-пылесосе от бренда Realme, который входит в корпорацию BBK. Touch Life Vacuum Cleaner. И по спекам он нереально крутой. Это уже, наверное, 10-й пылесос, который у меня на руках, притом всеми ими я пользуюсь. Логично, что прислал сам бренд Realme без условий и без ТЗ. Насколько он мне понравился, сейчас вы узнаете. Коробка пришла без каких-либо повреждений. К слову, в сравнении с тем, что у меня уже было на руках, картон тут очень плотный. Оформление минималистичное. Изображение пылесоса, название и некоторое количество основных спеков. Вообще, в принципе, коробка навевает на мысль, что это дешевое устройство, хотя по факту это совсем не так. И пластик здесь не дешевый, и все остальное, но сама подача супер-мега-эконом. В комплект входит робот-пылесос, зарядная станция, щетка для чистки, резервуар для воды на 300 мл, который пришел в отдельной коробке. И этот резервуар продается отдельно. Если вы берете без комплекта, то его там не будет. Блок питания на 20 Вт, пылесборник на 600 мл, 12 салфеток для влажной уборки, и 2 из них не одноразовые. 2 боковые щетки, руководство пользователей и руководство по использованию приложения, в котором русского языка, к сожалению, нет. Запаха клея не присутствует, только аромат картона. По ощущениям, комплект, конечно, царский, хотя мне не особо понравилась док-станция и не особо понравилась подача в принципе. Летим дальше. Зарядная станция изготовлена полностью из пластика, отличного качества, в отличие от блока питания. На ней есть индикатор мощности, эмиттер и контакты для зарядки. Очень удобный момент в том, что отсек для провода от зарядки закрывается крышкой, и его не приходится постоянно заправлять назад. Габариты док-станции 160 на 143 на 81 мм. Корпус робота изготовлен из стекла и пластика, довольно качественного при этом. На корпусе сверху расположен лидар и датчик обнаружения. 2 кнопки управления с подсветкой тоже наверху. Снизу датчики обрыва, контакты для зарядки, направляющее колесо, места для установки боковых щеток. Притом их здесь 2. Основные колеса, основная разборная щетка и удерживающий ее элемент. Круто, что основная щетка разборная. Это бывает только в дорогих пылесосах. Нижняя часть, исключая наличие боковых щеток, очень похожа на Anker EFI RoboVac G30 HiBot. Обзор на него вы можете, кстати, посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. По периметру находятся датчики перезарядки, датчик обнаружения препятствий, датчик бампера и датчики обнаружения стен. С помощью 2 основных кнопок можно включить-выключить, поставить на паузу, запустить, сбросить, отправить на зарядку и активировать частичную уборку. Кнопки подсвечиваются разными цветами, как индикаторы состояния. Белый подключен Wi-Fi, оранжевый нет подключения, красный ошибка или низкий заряд аккумулятора. Габариты не такие уж большие, 350 на 305 на 100 мм, а вес составляет всего 3,3 кг. Емкость батареи 5200 мАч, на минимальной мощности 500 паскалей отрабатывает 3 часа 45 минут. На максимальной мощности в 3000 паскалей 1 час 55 минут, а на промежуточных 3 часа и 2,5 часа. Полный цикл зарядки 6 часов 5 минут лично по моему тесту. Максимальная мощность всасывания 3000 паскалей, напоминаю, что это минимум на 500 больше, чем у конкурентов за те же деньги. По заявлению производителя с легкостью может убрать волосы, шерсть домашних животных, орехи, бобы и даже стальные шарики. И как всегда в конце ролика будут тесты, но только в конце. Уровень шума до 55 дБ на минимальной мощности, в нормальном режиме в среднем 56 дБ, а на максимальном 69 дБ в метре от источника звука. Поддерживает управление через Google Ассистента и Алексу. Заявлены 4 режима уборки: сухая уборка, влажная уборка, сухая и влажная вместе и сухое всасывание. Но у меня доступно на данный момент только 3 первых. Также 4 режима подачи воды: сухой, минимум, нормальный и максимальный. С этим уже все в порядке. Пылесборник достаточно большой и вместительный, а в резервуар для воды встроен маленький пылесборник на 350 мл, чтобы осуществлять одновременно сухую и влажную уборку. Все это работает как сменные насадки. На основной пылесборник прикрепить протирочную салфетку, к сожалению, нельзя, что в каком-то плане неудобно. Но если привыкнуть, то данная фишка просто топ. Резервуар для воды при выключенном
состояние робота-пылесоса не протекает. Понятно, что со временем будут, может быть, у кого-то проблемы, может, не будут. Будем надеяться, что это не как у Xiaomi, что все будет течь у половины народа. Навигационная система с лидаром сканирует окружающее пространство на скорости 360 RPM и запоминает план комнат. Дальность измерения лидара 8 метров, а частота сканирования 6 на 360 в секунду. Такая крутая частота. В первую очередь, это все, что заявлено производителем. Но я могу сказать, что функция лидара на данном пылесосе работает не так шустро в сравнении с Roborock S7, обзор на который вы также можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу экрана, но там намного скромнее комплект и выше стоимость. Робот обладает полноценным комплектом сенсоров, а именно их тут 38. Умеет распознавать ковры. Также робот запрограммирован для мытья полов. Да-да, не протирки, а именно движение по шаблону перемещения в виде буквы Y. Самостоятельно возвращается на док-станцию в случае низкого заряда, что неудивительно, как и у всех, даже у пылесосов за 10 тысяч рублей. Умеет запоминать карты этажей в многоэтажных постройках. К сожалению, данную функцию протестировать лично у меня возможности нет. Поэтому, если у кого-то есть опыт, жду ваших комментариев, как он с этим делом справляется. Wi-Fi однодиапазонный — это fail, только на 2,4 ГГц. На 5 ГГц он не поддерживается. Всегда при покупке таких девайсов проверяйте, на какой частоте они работают. Вдруг у вас роутер на этой частоте уже не работает. Есть голосовое озвучивание на китайском и английском. И самое странное лично для меня — это наличие озвучки детским голосом на английском языке. Непонятно, зачем они это сделали, но вот так. Приложение для управления называется Realme Link, которое можно скачать по QR-коду, и доступно оно как на Android, так и на iOS. Подключение происходит быстро, поэтапно. В приложении на главном экране мы имеем информацию об убранных квадратах, о времени уборки и заряд батареи в процентах. Ниже карта помещения, режимы уборки, режимы подачи воды, редактирование комнат в этой вкладке, настроить поочередность уборки комнат, далее добавление ограничительных зон. В самом низу кнопка отправки на док-станцию, старт-пауза, выбор режима мощности и вкладка настройка. Из самого важного — это плановая уборка, автоусиление для качественной уборки ковров и преодоление препятствий. Режим «Не беспокоить», изменение траектории мытья полов, тут два режима S и Y-образные, и в конце списка можно отследить состояние фильтра, боковых и основных щеток. Обновить прошивку на данный момент у меня не получается, либо здесь уже просто последнее ПО установлено, и плюс напоминаю, что здесь фильтр есть еще и дополнительный сменный, что очень круто, в комплекте, не надо докупать. Само по себе приложение именно с данным пылесосом глючит на данный момент, не откликается на касание довольно часто. Теперь к тестам. На основную щетку волосы наматываются без проблем, то, что она разборная, конечно же, очень сильно спасает. С шерстью домашнего питомца расправляется хорошо, с ковром без проблем справляется при условии отсутствия в этот момент на нем боковых щеток. Иначе они запутываются в ворсе, как лично у меня, а это 4 см высотой. Усиление мощности срабатывает. Тест крупой прошел не очень успешно, крупу разбрасывает, возможно, за час работы в одной комнате и соберет. На углах все же она останется. Стулья не двигает, на док-станцию заезжает без проблем. Она мне, кстати, не особо понравилась, я думаю, вы понимаете почему. Помещение площадью в 9 квадратных метров убирает в среднем за 11-12 минут в режиме Normal, при этом очень даже хорошо. С ковровым ворсом в 4 см, как я уже говорил, не справляется, максимум в 3 см. Если хотите с 4, то нужно снимать щетки. Это и уже не особая радость, хотя с другой стороны 4-сантиметровый ворс редко где встречается и у кого, потому что все против этих пылесборников, правильно? Неважно, сможет это пылесос дело убрать или нет, там все равно будет совсем нечисто в таком ковре. Из минусов: нет запасных боковых щеток, салфетка для протирки полов крепится плохо, и во время работы пылесос издает звук тянущего бака по полу. Основная щетка с ворсом лично для меня полностью силиконовая, куда практичнее, но полностью силиконовые очень часто рвутся. Допустим, в S7 у меня порвалась щетка буквально за день, и это странно. Комплект в целом хороший, но все впечатление портит один нюанс. Это качество блока питания. Он здесь вообще дешманский, то есть ощущение, что они ОЕМ-ку какую-то у кого-то купили и запихали к себе в пылесос. Притом пылесос выглядит более чем прилично. Цена в районе 29 тысяч рублей в наборе с мопом, с бесплатной доставкой. И это прям очень выгодно. Ссылка на покупку в описании к видео, там сразу есть промокоды, потому что сейчас, еще раз повторяю, уже идет какой-то мини-сейл на Али. Промики очень хорошие. Я, кстати, купил последний телефон Realme Master Explorer Edition. Я думаю, вы понимаете, о чем я. Очень хочу его протестировать. Промик получилось применить на 3400 рублей от 35 тысяч. И это прям очень удобно и хорошо. Вдруг на момент вашего просмотра появятся еще промики и скидки, я туда обязательно их скину. Если бы не кончились основные, то тогда можно было бы его вообще умудриться купить за 27. Резюмирую, производитель запихал хорошую начинку, но сэкономил на комплектации и подаче, что в каком-то плане даже круто, так как все необходимое на руках. За все время работы пылесос работал без нареканий, были незначительные моменты, но это не столь важно. Назвать топовым роботом-пылесосом, к сожалению, не могу, но то, что у него мощность всасывания 3000 паскалей, это уже говорит просто о многом. Сосет он и правда супер. То есть из всего сегмента до 30 тысяч рублей, по мне, это лучший вариант на данный момент. Исключая подачи. Понятно, если вы себе покупаете, а не в подарок, потому что
что в подарок. Такое дело лучше не дарить, подумают, что вы подарили какую-то дешевку. А пылесос-то хороший. Уверен, что производитель еще допилит прошивку, уверен, что появятся еще чертова туча фанатов, что поменяют еще и голосовое управление, и поменяют озвучку. В целом, учитывая, что это корпорация BBK, пылик просто топ. Советую, пишите, что еще хотите увидеть на обзор. Завтра будет сравнение с Xiaomi Mi 11i и OnePlus Nord 2. Притом на оба этих телефона обзоры уже были на лайв-канале по 30 минут с большим примером съемки камер. Я думаю, вам будет интересно. Кому интересно, посмотрите. По ссылке в правом верхнем углу сможете посмотреть эти обзоры. Девайсу однозначно да. Не забываем, кстати, еще посмотреть топ-10 новых вкладышей, который был вчера. Не забываем подписываться на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья!